Почему так получается, что большое количество энергии, которое тратится человеком, даже большим количеством людей, ведь вы же знаете, что проводятся великие ватиканские молебны, также проводятся соборы, вы, наверное, об этом слышали, где собирается огромное количество людей, ну и в других религиозных ответвлениях всевозможных, там в иудаизме, а также в католицизме есть большое количество собраний, где люди могут там молиться, огромное количество людей молятся за мир, но мира не происходит. Тогда вопрос, он что, не слышит, что ли? А вопрос этот, он не слышит, обычно объясняется тем, что говорят, это наша вера недостаточно крепка, наша вера, наверное, там, вас, наверное, не любит, потому что вы нарушили там какие-то из 7 заповедей, вы должны быть ближе, там, о каком-то пути начинают говорить и так далее. А я считаю, что это не так. Я считаю, что есть совершенно другой путь, и это путь, когда Бог слышит человека мгновенно, только нужно знать принципы общения. Они совершенно другие и отличаются от тех принципов, в которых живет обычный человек в своей нормальной обывательской жизни. Обычно человека готовят к тому, чтобы эта информация, которая у него есть, была у него. А кто дает эту информацию? Дают точно такие же люди. Но эта информация не дана Богом. Как это выглядит? Смотрите. Божественная энергия – это энергия, которую условно можно назвать невидимой. Можно так сказать? Мы видим предмет. Этот предмет мы видим. Можно ли сказать, что этот предмет один? Можно. То есть это цифра 1. Нет предмета – это цифра 0. Таким образом, можно условно сказать, что предмет, то есть человек, является предметом цифры 1, а божественная энергия, которую мы не видим, является цифрой 0. То есть этого предмета нет. То есть вот в этом случае человек, в этом случае Бог. Понимаете? То есть там, где есть единица, есть человек, там, где есть Бог, есть пустота. Почему? Потому что ее, эту энергию, никто не видит, но обращаясь к ней, очень часто человек может получить то, что он желает каким-то образом. Почему желание не исполняется, и почему человека не слышат, и почему молитвы не создают нужного для человека резонанса, это все объясняет позиция эзотерики. Когда человек живет, он должен двигаться к Богу. А Бог что это такое? Бог – это состояние адвайты. Что это такое? Бог безразличен к людям. Почему Он безразличен к людям? Бог безразличен к людям, потому что, сделав для одного хорошего что-то хорошее, ты сразу же станешь врагом для тех, кто, для тех, кто считает, что это хорошее, и это другому человеку не полезно. Получается, сказав одному человеку, что он хороший, ты можешь сказать или там, помочь человеку, который хороший, ты тем самым можешь ухудшить состояние тем, кому от этого человека плохо. То есть это выглядит так. Я, допустим, за социализм. Утверждая это, я автоматически становлюсь противником тех людей, кто против социализма. Правильно? Таким образом, эта энергия не может помогать хорошим и плохим, потому что если она будет помогать хорошим, то она будет против плохих, а если она будет помогать плохим, то она будет против хороших. И получается, у самой этой энергии создается вопрос, тогда кому помогать? И сразу же появляется ответ, может, никому не нужно помогать. Почему? Потому что прежде всего человек должен сам разобраться, где он хороший или где он плохой. И вот это состояние, которое выбирает божественная энергия, она называется адвайтой. То есть это такой элемент безразличности. Элемент безразличности по отношению к идеям, которые создают люди. Зачем я это все говорю, сейчас объясню. Когда человек, допустим, объединяется в семью, он пробует создать 2 себя. То есть он говорит, я 1 и точка, плюс еще 1 и точка. Таким образом, семья – это цифра 2. А вот если люди, цифра 2, но не 1 в квадрате. Объясню почему. Муж и жена, живущие в семье, каждый из них думает по-своему. Их мысли, они разные. Можно сказать, что у них мысль одна? Нет. Они по-разному думают даже об одном и том же. То есть у одного человека мысль одна, у другого другая. Поэтому, когда человек начинает молиться, он обычно во время молитвы делает так. Он программирует вся наша Вселенная, все, что вокруг нас находится, это некие коды, которые появляются, когда человек создает цифру 1, то есть он проявляет себя во внешний мир
и вставляет вот эти коды себя в элементы большого количества нолей, которые являются элементом божественной энергии. Таким образом происходит некое цифровое вот такое восприятие вселенского разума. Подобное мы уже видели. Это 8-битное программирование интернет-голограмм, допустим, или 12-битное программирование. Ну и сейчас существует там более широкое, там, объемное программирование информационное, которое существует. То есть вы слышали о том, что существует информационный язык, в котором присутствуют единицы и ноли. Но мы смотрим, мы говорим, что это за единицы и ноли, что за бред. Хочу вам сказать, что это никакой не бред. Когда вы смотрите в ноутбуке кино, на котором вы видите, что происходят какие-то события, и даже они вызывают у вас там слезы или печаль, или наоборот приподнимают настроение, то вам кажется, что вы видите картинки. На самом деле вы видите программный язык, который состоит из нолей и единиц. Но вы же это знаете, правильно? Сейчас же нет таких диких людей, которые не понимают, как это происходит. Когда человек начинает молиться, он делает так. Он делает так. Помоги мне, и это единица. Второй рядом с ним говорит, помоги нам, и это еще единица. И она не плюсуется, потому что для того, чтобы плюсоваться, они должны помоги мне сказать одним языком одновременно в одну секунду на одном тоне, одним внутренним голосом, там, с одним напором душевной энергии, с одними гормонами, с одними качествами и так далее. В ином случае это две разных энергии. Происходит так. Помоги мне один, умножить на помоги мне другой, умножить на помоги мне третий. Но это выглядит так. 1 точка умножить на 1 точка, умножить на 1 точка, умножить на 1 точка. А что получится в итоге? 1. Поэтому могущество эзотерика, оно гораздо сильнее, чем могущество большой армии молящихся людей. Так обычный человек, сидящий, допустим, в углу там где-то, он может больше, чем человек, который собрал вокруг себя миллион человек, которые с утра до ночи молятся. Эффективность будет меньше даже у тех людей, которые могут молиться там без конца. Так устроена эта система. Как устроена система в априори вообще? Человек безразличный – это человек, который отпускает ситуацию. Пример из жизни. Я вчера об этом говорил. В моей жизни была такая ситуация, все в жизни состоялось. Много денег, хорошая работа, хорошие отношения, в общем-то, все очень хорошо. Но вы представляете, подойдя, я уже перестал, в общем-то, болеть на то время, и подойдя к окну, я начал смотреть на окружающий мир, который вокруг меня был, и я не видел в этом мире ничего. То есть было такое ощущение, как будто вокруг меня бесконечный черный колпак, и ничто вообще в моей жизни меня не вдохновляет, не возбуждает, не интересует, не нужно. Совершенно ничего. Конечно, с позиции медицины я могу понять, что это было депрессивное состояние, скорее всего. Но я могу сказать, как эзотерик, это было не так. Дело в том, что каждый человек, он живет по принципу построенного вот такого, построенной в себе системы. Его интересует сначала он сам. Он копается в себе, ищет в себе какие-то болезни, ищет взаимоотношения с внешним миром или обращает на внешний мир. Он смотрит на этот внешний мир, требует от него денег, там, старается что-то для этого внешнего мира делать, на кого-то обижается без конца, что-то требует, там, зачем-то охотится. То есть он либо во внешнем, либо во внутреннем без конца барахтается, что-то там выясняет, ищет какие-то причины, воспоминания, там, какие-то надежды у него появляются. И он при этом находится без конца в одной плоскости. То есть максимальная его плоскость – это то, что он чувствует себя внутреннего, проявляется во внешнем, после этого возвращается во внутреннее, проявляется во внешнее. Но есть же третье еще. А третье – это внешний мир. Он тоже существует. И вы знаете, когда я стоял, я понял, что я в погоне за копанием в себе или в погоне за деньгами, я перестал контролировать себя в том, чтобы видеть еще и что-то вокруг себя. То есть я настолько сузил для себя свою судьбу или свою жизнь, что я не видел ничего. То есть в этой жизни полностью отсутствовала
время суток, время или какая была погода. Я не видел ничего. Для меня река и небо – это были эфемерные понятия, которые были для меня незаметными. Мой эгоизм, скорее всего, съел эфемерное для меня понятие того, что существуют времена года, существует день и ночь. Для меня гораздо важнее были другие события, как ко мне относятся, как я отношусь там, к кому-то, там, на кого я обижаюсь. Но когда я начал осознавать то, что вокруг меня существует еще и третий элемент, в котором я живу, и начал обращать или переключаться на этот третий элемент, то в свое время меня это очень спасло. Дело в том, что когда я болел онкологическим заболеванием, и господин Болотов, который написал большое количество интересных книг о закислении, я ездил к этому человеку домой, и он мне дал совет. Он сказал: ты можешь вылечить свое заболевание, если оботрешься, если будешь там засаливаться и закисляться, там, пить смесь соляной кислоты, там, я уже не помню, с азотной, по-моему, в небольших количествах, и после этого там, употреблять большое количество соли, ну и в пятницу, там, после, насколько я помню, 15 дней, обмажешься солью теплой, которую подогреешь, обмотаешься клеенкой и ляжешь в горячую ванну. Ну, я как человек, услышавший то, что мне назначил врач, по моему мнению, решил это все сделать. После того, когда я после ванной вылез, то у меня очень поднялось давление и произошел микроинсульт. Мне было очень плохо в этот момент. И лежа я начинал думать, вот о чем я думал. Я думал, почему я это сделал, зачем мне это нужно, мне уже надоело бороться с этими болезнями. Потом я начал обвинять внешний мир, родители плохие, там Болотов этот плохой, кто-то еще плохой, кто-то еще плохой. И после этого я понял, вы представляете, я в одной плоскости. То есть идеи на решение того, что происходило, у меня не было, так как я находился в данный момент в одной плоскости. Я находился в человеческой плоскости. Я искал, в чем причина во мне. Я старался обратить внимание, кто виноват помимо меня. То есть я находился в одной плоскости. И вы знаете, мне очень помогло, когда я просто начал отвлекаться. Я начал отвлекаться, и тут вопрос, на кого я начал отвлекаться? Давайте напомню самое начало. Есть бутылочка, а теперь ее нет. Когда стояла бутылочка, эта бутылочка была человеком. А когда бутылочка исчезла, то пустое, оно стало Богом. То есть божественная энергия – это пустота, но которая имеет силу изменить мир. Если человек знает, как к этому отнестись, он может изменить. И что я начал видеть? Когда я начал отвлекаться, я начал произносить себе: я вижу стену, я вижу потолок, я вижу там еще что-то, я вижу травку, я вижу стульчик, я вижу там что-то вокруг себя. Я начал обращать внимание на пустоту. Вот эта пустота божественная, она облегчила мои состояния. То есть мне было плохо, я начал отвлекаться, перестал копаться. И каждый раз, когда я отвлекался, это приводило меня к тому, что я начинал чувствовать себя хорошо. Вы представляете, это является одним из концептуалов вообще эзотерики. Понимание того, что существует божественная энергия, она как бы многим людям известна. Почему? Доказательства этого всего. Ну, доказательства есть на первой ступени, можно ее пройти и послушать. Я там несколько доказательств того, что эта энергия существует, обычно даю. Кстати, вы ее можете просмотреть совершенно бесплатно, перейдя в YouTube на мой канал и набрав первая ступень школы Кайлас, первый день. Потому что все 30 дней там, или 29, они все выложены совершенно бесплатно. Можно познакомиться с этой идеей философии. Вернемся все-таки к нашей идее. Когда человек говорит, допустим, слова, которые очень часто советуют произносить, допустим, те эзотерики, которые себя называют такими словами, и они говорят: если человек начинает очень долго думать о чем-то, то это у него обязательно исполняется. Это первая ложь, которую вы можете услышать. Этого не бывает. Так как о чем бы вы ни думали и многократно это произносите, допустим, я человек больной. Хожу я с бедром, которое у меня скрипит, болит, и там у меня артроз, и все время произношу: у меня здоровое бедро, у меня здоровое бедро. Ну скажите, это же ложь. Оно же у меня не здоровое. Так как если бы оно у меня было здоровое, оно бы у меня не болело, а оно у меня болит.
У вас болел когда-нибудь зуб? Вот когда у вас заболит зуб, начните говорить: у меня не болит зуб, у меня не болит зуб, мой зуб здоров, он абсолютно у меня не болит. Так вот, после этого вы вообще с ума сойдете. Почему? Потому что вы будете обострять внимание на то, что у вас эта боль есть, и она вас будет донимать больше. Почему? Вы будете на нее медитировать, и каждый раз будете обострять внимание, заострять свое внимание именно на этом. Именно поэтому, когда человек говорит себе при больном бедре, он говорит: мое бедро здоровое, оно совершенно здоровое, совершенно не болит, там, я теперь здоровая, то это называется ложью. Наше подсознание фиксирует ложь, вы представляете? И там, где есть ложь, обычно появляется депрессия. Поэтому те люди, которые начинают практиковать такие методы, обманывая сами себя, в дальнейшем испытывают состояние дичайшей просто депрессии. Почему? Я не знаю, каким образом это формируется, но когда человек себя обманывает просто так или обманывает принудительно, специально, у него в дальнейшем появляется депрессия. Это еще что такое? Ощущение тупика. Это когда человек во что-то уперся и дальше хода нет. Почему? Я как бы размышляю с позиции Бога. Я говорю божественным таким, наверное, как бы я, если бы я был Бога, чего, к сожалению или к радости, никогда не произойдет, то это выглядело бы так. Зачем тебе давать здоровое бедро, если ты считаешь, что оно у тебя здоровое? Ведь ты же говоришь: оно у меня здоровое. То есть, если бы можно было определить: ой, вот человек, у него больное бедро, может ему помочь? Нет, зачем ему помогать? Он ходит и бубнит: у меня бедро здоровое, у меня бедро здоровое. Точно так же с имуществом, знаете, там, представь, у тебя яхта, у меня яхта, у меня яхта. Тогда зачем тебе давать яхту, если ты веришь, что оно у тебя есть? Это самоуспокоение тогда получается. Тогда подсознание, оно будет понимать, что эта яхта есть. Тогда зачем стремиться к тому, чтобы эта яхта появилась, если она уже есть? Тогда зачем ее давать человеку? Тогда как же это работает? Оно правда работает, но здесь есть слова. Эти слова такие: скоро у меня будет яхта. Это я создал цифру 1, и после этого я это создал в виде веры. Почему? Как это произойдет? Неважно. Я верю в Бога, и, скорее всего, теперь это его проблема. И после этого на протяжении дня я стараюсь всеми силами не обращать внимания на то, что это было или это меня беспокоило. Почему? Ощущение игнорирования и ощущение необращения на это внимание обозначает цифру 0. Таким образом, почему? Дело в том, что люди, к сожалению, это обвинения такие человечеству, чего я делать не хочу. Люди идеальны, конечно, потому что они созданы по образу и подобию Божьему. Тем не менее, люди, они так запутались в своем человеческом ресурсе, что они считают, что они все знают, они считают, что они все могут, они считают, что они ко всему могут прийти. И они забывают, что с испокон века существовало такое понятие, которое называлось вера. Каким образом формируется вера? Допустим, человек говорит: я хочу отомстить этому человеку. Или говорит: я заберу у этого человека. А после этого элемент веры звучит так: есть Бог, пускай Бог решает, как должно быть. Таким образом, человек переносит со своих плеч тяжесть своей жизни на плечи божественной энергии. Божественная энергия – это вентилятор, который притягивает людей, которые возлагают надежду на эту энергию. Не нужно наказывать обидчиков, не нужно воспитывать детей сильно, не нужно словами «скоро», допустим, человек просыпается утром и говорит: мне нечем заплатить за квартиру. Он говорит: ну ничего, скоро я заплачу за квартиру. Мозг в этот момент начинает кричать: ты что, идиот, как же ты можешь заплатить за квартиру? И в этот момент человек возлагает надежды и включает веру. Он говорит: я не знаю. И после этого не просит. Почему? С чего это люди решили, что эта энергия, она может по просьбе что-то для человека делать? Вы должны понять, божественная энергия – это закон. Это закон, аксиома, это элемент закона. Когда человек решает математическую формулу сложную, то он применяет в ходе решения определенные законы. Они существуют. Бог – это закон. Когда человек возлагает надежду, то он возлагает надежду на неписанный закон. И тогда этот закон с ним работает.
Это как у бандитов, знаете, они закону не доверяют и закон игнорируют, их за это наказывают. А возможно, их никто не обучал знать этот закон, но это же не лишило их, или там, их все равно наказали, они все равно ответственность получили. Точно так же и здесь существует определенный закон. Этот закон заключается в том, что человек должен верить. Допустим, человек относится ко мне плохо. Вот у меня сегодня такая ситуация в жизни была. Я увидел, как человек относится ко мне плохо. Ну, в очередной раз, знаете. Но при этом я этому человеку никогда ничего не скажу. Никогда никто не узнает. Я просто это увидел. При этом из-за того, что это произошло, мне хотелось сказать этому человеку. Но я помню о том, что путь духовный, он сложный, он не может быть легким. Почему? Потому что вот такой путь игнорирования или путь вот такой внутренней адвайты, он чрезвычайно сложен. Почему? Потому что быть добрым может каждый. Потому что каждому свойственно быть добрым. А вот не проявлять зла или не делать зла добрым людям, это очень сложный путь. Очень сложно не нахамить, очень сложно не наругаться, очень сложно не критиковать, очень сложно не воспитывать, очень сложно не навязывать свои идеи другим людям. Все это очень сложно сделать. И это есть высокодуховный путь, вы представляете? Конечно же, когда человек начинает или выбирает такой путь, вот как я это сделал, мне хотелось сказать, но выбирая высокодуховный путь, я этого не скажу. Почему? Есть божественная энергия, я возлагаю на нее надежды. Пусть она решает все в моей жизни. Пусть она решает, нужен этот человек, не нужен этот человек. Точно так же я и живу. Когда у меня появляется что-то или что-то возникает в моей жизни, то это возникает таким образом. Это возникает там, от того, что я периодически говорю, скоро у меня будет это, или скоро у меня получится это, или скоро я выздоровлю. Но на протяжении дня я стараюсь об этом больше не думать. Почему? Это правило 10 или правило единицы и 0. В тот момент, когда ты начинаешь думать об этом, это у тебя не исполнится. А в тот момент, когда ты игнорируешь и переключаешься, в этот момент исполняется. Вы понимаете? В этот момент и исполняется. Люди говорят, люди так далеко ушли от Бога, что когда они воспитывают своих детей, то эти дети, они могут быть неподдерживаемыми родителями своими. И человек начинает ругаться на ребенка, обижаться на мужа. Не стоит этого делать. В этом случае вера может помочь. В этом случае нужно сказать, мне эта энергия поможет справиться с этим всем. Скоро все получится. Эта энергия виднее. Когда это все перекладывается на плечи этой энергии, человек становится ближе к Богу. Люди хотят паранормальных способностей. Друзья мои, вот таким путем очень легко прийти к любым паранормальным способностям. Конечно же, когда человек начинает там, молиться, во что-то верит и так далее, я не считаю, что это может привести его к доброте. Объясню почему. Ну, как-то 2000 лет, и за 2000 лет как было, так все и происходит. Знаете, 2000 лет огромное количество людей молятся, 2000 лет огромное количество людей без конца там обучаются, 2000 лет люди развиваются, цивилизация каким-то образом изменяется, но никто не истребил злость, никто не истребил критику, никто не истребил ненависть, знаете, никто не истребил эти все качества. Тогда можно ли сказать, что это борьба добра со злом? Нет, это в добре появляющееся зло. Оно появляется в каждом человеке. И человек вправе просто проявить его, потому что его научило человечество. Или игнорировать, что будет путем, который будет ближе к божественной энергии. Когда человек начинает изучать эзотерику, то он начинает прикасаться к тому, что называется магия. А это еще что такое? Когда человек прикасается к эзотерике и у него исполняется это мгновенно, это в дальнейшем говорит ему о том, что он близок к той энергии, которая называется Бог. Когда человек говорит, я сам это сделаю, я сам смогу, я сам умный, я сам решу, то тогда он сам не решит. Почему? Мы слишком мелки для того, чтобы быть такими сильными. А когда человек говорит, ну ничего страшного, у меня все равно получится, а кто тебе поможет? Неважно, у меня есть более могущественные друзья. Пусть эта энергия решит. Это называется вера, надежда. Правильно. Конечно же, хочется сказать о любви еще немножко, да. Итак, вернемся все-таки к тому, что дает школа.
Первые 3 ступени человек знакомится с тем, что такое энергия, каким образом он может исполнить свое желание, и что происходит, когда человек прикасается в моей школе к эзотерике, и как же вообще она возникла. Ну, так много всего хочется сказать. Первое, наверное, я должен рассказать, как появились коды, которые я даю на первой ступени. В свое время моя дочь Маша, находясь со мной в Египте, это первая девочка, мой ребенок, Софии. И когда мы были вместе, отдыхали в Египте, у Маши поднялась температура. И когда я носил Машу на руках, она плакала в этот момент, то я начал слышать шум, который выглядел как определенное непонятное дыхание. Оно выглядело так, как будто это дыхание не принадлежит Маше. Это выглядело как ксы-дза. То есть на вдохе ксы происходил звук такой, а на выдохе дза. Я даже несколько раз оставлял Машу, выходил в другую комнату и не слышал этого звука. Но как только я к ней подсаживался, я начинал вновь слышать этот звук. Потом, когда ей дали ибупрофен, она через несколько минут пришла в норму, и утром, ночью спала, а я утром к ней пришел, я слышал уже другой звук. Этот звук выглядел по-другому или звучал по-другому. Оба звука я этих записал. После этого на следующий день я гулял с Аней, уже со второй дочерью, ее в кенгуру вот так привязал, и мы гуляли по Сахал-Хашишу, это город в Египте. Это была зима, и я с ней вечером гулял, решил попрактиковать тот звук, который я услышал, когда у Маши была температура. И начал этот звук произносить. И в этот момент у меня поднялась температура. То есть на фоне абсолютно ровного состояния здоровья у меня начала подниматься температура. В этот момент я почувствовал себя плохо, эта температура длилась 2-3 часа. После этого я начал обращать внимание на такие звуки. Чем больше я начинал обращать внимание на такие звуки, тем больше этих звуков в моей жизни появлялось. Я таким образом начал определять звуки, когда человек счастлив от того, что он женится. Звуки от того, что женщина нравится другому мужчине. Звуки от того, что человеку нравится получать деньги. Звуки, которые возникают, когда человек рассчитывается. Звуки, которые возникают после парикмахерской, при закапывании глаз, если человеку помочь с глаукомой, при отеке носа, при болезни ноги. Вы представляете, я это начал записывать. У меня даже есть такая тетрадка, она называется «Зеленая тетрадь». На ней написано «Счастливчик». И там огромное количество звуков, это звуки моего наблюдения. Конечно же, когда я начал транслировать такие звуки в людей, которых я знаю или которые живут рядом со мной, то я начал видеть то, что, допустим, звуки болезни, транслируя в другого человека, вызывали эту болезнь на протяжении 5-6 часов, даже если человек этого совершенно не хотел. Можно ли сказать, что это система страшная? Ну, наверное, человек, которому дают эту систему, должен, скорее всего, нести ответственность и не рассказывать о ней, правильно? Тем не менее, я постарался из этого всего вычленить те звуки, которые делают человека там, богатым, допустим, или молодым, или красивым, или там, умным, или там есть звуки по заболеваниям, там, от глаукомы, от катаракты. Таким образом, появилось около там, нескольких тысяч вот этих звуков. Эти звуки я начинаю давать человеку и объясняю, каким образом их использовать для себя, чтобы в дальнейшем человек начинал пользоваться самой настоящей магией. Как это работает? Я думаю, что это связано с вот этими словами, которые были написаны в Библии. И сначала было слово, то есть сначала появились какие-то звуки. И, наверное, после этого появилось все остальное. А, наверное, я как оператор, скорее всего, начал слышать вот эти слова, которыми или божественная энергия, или какие-то энергии управляют в социуме людьми, чувствами и так далее. Конечно же, после этого длительный период времени был, когда я это все формировал и пытался это все отработать и применить. Итог. Великолепное здоровье. Сегодня пришла Ольга Павловна, она меня 2 года не видела. Мне было очень приятно. Она сказала: Андрей Андреевич, вы за 2 года очень помолодели. Спасибо, Ольга Павловна. Она сейчас смотрит этот вебинар. Невероятное хорошее отношение в семье. Конечно же, потрясающее материальное благополучие. Конечно же, знаете, что самое приятное? Если я раньше когда-то шел, будучи молодым, шел очень больным, болели руки, ноги, тошнило,
там с какого-то Бодуна ехал в Москву на маршрутке в 6 утра. На улице было холодно, с пробитой обувью. Считал себя самым умным, а всех вокруг идиотами. При этом повторял себе, начитавшись книги Луизы Хей, о том, что я умен, я богат, я красив и здоров. Знаете, и это мне никак не помогало. Сейчас я это чувствую, я это знаю. Мне даже нет необходимости это произносить. Вы представляете, почему? Я ощущаю себя так. И умным, и красивым, и богатым, и здоровым. Но только меня это, как раньше, уже совершенно не беспокоит. Понимаете, почему? Это все дается в виде вот такого элемента веры. Очень часто ученики школы задают мне такой вопрос. Андрей Андреевич, а можно ли человеку, который обучается в школе, к чему-то прийти? Объяснение мое звучит так. Не нужно искать магии, стоит искать счастье. Это, знаете, как такие тупики некоторых людей. Одни из людей, они говорят так: Андрей Андреевич, нам нужно денег. Я всегда говорю такие слова. Не нужно мечтать о деньгах, нужно мечтать о том, что вы на них можете купить. А сами по себе деньги, о них мечтать не нужно. Мечтайте о том, что нужно купить. А для чего деньги? Деньги нужно положить в очаг. Это некая коробка или сейф, или еще что-то. Эти деньги будут очагом вашей совместной жизни, или очагом вашей семьи, или очагом. То есть деньги нужны для очага, а для жизни нужно понимание того, на что вы эти деньги сможете в дальнейшем реализовать. При этом часто думать об этом не стоит. Почему? Вы же ставите единицы. Человеку нужно один раз сказать: скоро у меня это будет. После этого на протяжении дня не думать об этом вообще. А если и думается, то отвлекаться на 100%. Тогда сбудется. Очень часто появляется вообще в эфире или в системе вопросов. Этот вопрос звучит так: Андрей Андреевич, что такое эзотерика? Мы почему-то не можем понять, что такое эзотерика и почему появились обновленные ступени по магии. Андрей Андреевич, недостаточно было эзотерики, мы еще и магию приплели сюда. Хочу дать свои объяснения, объяснить, почему я это все сделал. Эффективность. Как доказать эзотерику? 3 магазина хлебных торгуют на одной площадке возле рынка. 2 магазина не продают ничего, хотя у них такой же ассортимент, как у 3-го. А 3-й магазин продает много, и к нему постоянно очередь. Никогда не задумывались, почему? 10 людям везет, 10 людям не везет. В хороших семьях плохие дети. Никогда не задумывались, почему это происходит. Почему одному очень везет в жизни, что бы ни сделал, везде его находят, с ним знакомятся, ему помогают. Другой человек старается и ведет себя лучше, и добрый, и хороший, у него ничего не получается. В чем же особенность? Дело в том, что тот магазин, который торгует лучше, чем все остальные, это люди, которые занимаются, или, как говорят на рынке, или если спросить на рынке, почему они продают, то вам сразу же ответят: там что-то знают. Дело в том, что люди опрометчиво думают, что эзотерики нет. Я гомерически смеюсь. Почему? Почему тогда эзотерические символы есть на любой валюте, которая где бы ни находилась? Эзотерические символы – это христианские кресты, шестиконечные звезды, пятиконечные звезды, пирамиды с глазами. Это есть на любой валюте. Почему такое большое количество изображений есть на… изображения были в виде герба Советского Союза. В гербе Советского Союза находилось, чтобы вы понимали, 10 колосков. Почему 10, а не 9? Почему 10, а не 8 и не 7? Почему герб сделан в виде вот такой подковы? Почему на самом верху находилась красная звезда, а не желтая звезда? Ведь, по идее, желтая звезда из золота. Почему тогда она красная? Почему никто не отвечает на такие вопросы? Ведь эзотерики в Советском Союзе не было, согласен, не было. Тогда почему одевали галстуки красные? И почему одевали пионерские звездочки? И почему существовали комсомольские значки? Откуда взялись вообще гербы, которые ставились в комсомольских билетах, в пионерских билетах? Почему вся система состояла из определенных символов? Почему эта символистика используется по сей день в валюте, при построении домов, при использовании символов и гербов и так далее? Дело в том, что миром просто управляет эзотерика. Просто есть 2 варианта
людей, первый вариант людей, те, которые не верят в эзотерику, и они вынуждены жить по тем правилам, которые диктует им внешний мир. И они становятся неконкурентоспособными. Почему? Так как им приходится конкурировать со всеми остальными. А наш мир, он конкурирует, кто сильнее, тот прав, кто наглее, тот прав, кто, возможно, моложе, тот имеет больше шансов, ну и так далее. Понимаете? Эзотерика – это система, которая создает совершенно другую конкуренцию. Тот, кто знает системы эзотерики, для него конкуренция обычных людей не играет никакой роли. Он начинает становиться конкурентным в своей среде. Хочет он этого или нет? Знаете, это как с зеленой ниткой. Знаете, сколько людей хотело бы, чтобы я никогда о ней не рассказал? Почему? Потому что они меня заколебали. И главное в это верить. Не надо верить. Моя мама никогда не верила в эзотерику. Мой брат никогда не верил в эзотерику. Я обматывал зеленой ниткой, их позвоночники переставали болеть. Главное верить Дуйко. Где же взялись эти люди, которые на морской курс ко мне с улицы пришли, с Рыбачьего или там еще с другого места? Андрей Андреевич, помогите, не могу, шею не могу повернуть, руку вверх не могу поднять. И люди видели, как я ставил это на место, не вправляя ничего, а дергая за пальцы, за голову, за ступни и так далее. После этого человек вставал и говорит: что это было вообще со мной такое? У меня ничего не болит. Как же так произошло? А ведь массажисты часами работают над тем, чтобы привести человека. А тут вдруг лысый и ушастый нашелся, и носатый, который вдруг раз быстренько и говорит: а я сейчас быстро оп-оп и быстро поставлю на ножки. А что такое магия? Почему я это изменил? Знаете, как много людей, которые есть в школе, говорили мне: Андрей Андреевич, ваши практики работают, это великолепно, это круто, это высший пилотаж, нам так нравится, это так невероятно и так далее. Дело в том, что для меня это было неудовлетворительным. Поэтому я придумал систему магии. Чем отличается эзотерика? Медленнее, магия быстрее. А пройдет еще 3-4 года и будет сверхмагия. И найдем новые объяснения. Что дает эзотерика? Эзотерика дает новое мировосприятие. Магия дает невероятное мировосприятие. На сегодняшний день я уже делился с мыслями. Можно сделать такое вещество, попадая в клетки нашего тела, это вещество будет менять ядро нашей клетки. Поднося магнит к человеку, человек будет нагреваться. Тогда проблемы обогрева человека навсегда исчезнут. Что подносить? Обыкновенный магнитик. Вы представляете? То есть это все можно сделать, и я понимаю, и хотя бы об этом буду писать, чтобы когда-нибудь люди в эту сторону начинали думать. А ведь с Галилео Галилея, с таких вот сумасшедших людей, как я, с таких людей, как Тесла, с таких людей вот необычных мечтателей, с таких людей вообще началось зарождение цивилизации. Вот такие веселые, наверное, не очень, ну, я не знаю, как это назвать, не очень похожие люди, они белые вороны, вот именно с таких людей начинались новые витки цивилизации. Вы знаете, я очень люблю буддизм, мне нравится христианство, мне нравится любая религия, мне нравится все. Я могу даже сказать больше. Мне нравится, и я, как сказал в свое время кто-то на форуме, Дуйко заколачивает деньги большие, слепил большое количество последователей, сектантов, и теперь эти сектанты счастливой жизни, я это так называю, сектанты счастливой жизни носят ему... Как же там было написано? Носят ему на носочках большое количество денег, а он уже обогатился. А вы представляете, это не так. Почему не обогатился, а обогатился? Тогда в чем же не так? Рассказываю. Я эзотерикой занимаюсь очень давно. И я могу сказать, что первые мои начинания с эзотерики были в том, что я очень быстро находил тех людей, которые мне необходимы. Я понимал, что этот человек может сделать меня богатым. После этого знакомился с этим человеком. Каким образом? Я подходил и предсказывал судьбу. И говорил, там, вот в моей жизни так было. Стоял мужчина, я говорю: у вас недавно жена умерла. Он говорит: как жена, как вы знаете? Я говорю: я эзотерик, умею видеть будущее и прошлое. И он после этого говорит: Андрей, а как вас зовут? Андрей. Но я сейчас живу с женщиной, да, и у вас скоро родится еще один ребенок. У вас мальчик уже есть? Есть. Ну вот скоро еще один родится. После этого я с ними работал 7 лет. Что удалось сделать? Много всего удалось сделать.
Я вам могу сказать, что профессиональная эзотерика делает человека максимально быстро богатым человеком, раз. Именно поэтому я говорю, какие складчины. Пройдите первую обновленную ступень, после этого выполняйте практики пуску паяпу, хия яу, о которых я говорил. Выполняйте вот эти практики, делайте это утром, в обед и вечером. Сделайте сангая номер 12. Каждый день по 45 минут на протяжении месяца. И через год у вас появятся не только деньги на то, чтобы приобрести себе обновленную вторую ступень. У вас появятся деньги на то, чтобы приобрести себе обновленную недвижимость. Или обновленную машину, или что угодно обновленное. Почему? Это другой уровень эзотерики. Почему же я тогда не зарабатываю деньги? Отвечаю. Дело в том, что я до эзотерики начал их зарабатывать, и до эзотерики я заработал. И я могу вам сказать на 100%, никто бы и никогда бы меня не заставил преподавать перед людьми. Почему? Зачем? Когда у тебя хорошо в жизни, хорошо в семье, когда ты ничем не болеешь, когда у тебя много денег, что может заставить человека преподавать эзотерику? Что? Ничего. Получается, ничего. Вот я вчера находился на отдыхе, и после этого Соне говорил, а ты знаешь, мы можем продолжить отдых. Нам ничего не мешает это делать. Я могу свободно не принимать, не продолжать, не заниматься и так далее. Жить себе своей жизнью в любой точке мира. Вопрос, почему я тогда занимаюсь тем, чем я занимаюсь? Отвечаю, на пути духовного роста у человека должен быть путь, в котором однозначно и на 100% должно быть служение людям. Если не будет служения людям, то такой человек, который будет всем удовлетворен, умрет. От чего? От заболеваний. Так как удовлетворение только своей персональной жизнью рано или поздно приводит человека к тяжелым происходящим заболеваниям. В моей жизни такие заболевания были. Я не мог вылечиться ни при помощи эзотерики, ни при помощи мантр, ни при помощи практик, ни при помощи чего угодно. Все не помогало. До момента, пока я не понял, что мне необходимо служить людям. В чем заключается служение людям? То, что я даю, имеет право знать большое количество людей. Имеют право знать люди. Имеют право знать о зеленой веревке. И имеют право... Вы знаете, как много людей, которые пишут мне, Андрей Андреевич, зеленая веревка, да не верьте, он там деньги, козел, и там, чтоб ты сдох, и там чего только я не получаю с этими зелеными веревками. И там вот сказал, а как завязать не сказал. Я же не могу ответить, слушать, может быть, нужно более качественно. Но, тем не менее, там главное в это верить, можно не верить, главное это носить, согласен, главное носить. Обмотайся зеленой веревкой, забудь о позвоночнике, или не забудь, дождись, когда ты забудешь. И это работает вне человека. Дело в том, что много в эзотерике работает без того, как люди бы могли объяснить. Дело в том, что 5 веков назад, если бы показали сотовые телефоны, то их бы спалили или сожгли. И никто бы не смог объяснить, как сотовый телефон с другим сотовым телефоном общается. Никто бы не смог. И почему там изображения, знания, которые имели те люди, не смогли бы объяснить, как это работает. Почему бы не сказать таким людям, которые знают совсем по-другому, почему бы не сказать, вас нужно исследовать. Почему не пишут, Андрей Андреевич, огромное вам спасибо, мой позвоночник перестал болеть. Андрей, я такое тоже получаю. Почему находятся те люди, которые, не зная, не понимая, хотят, чтобы этого не было? Это что, цивилизация вновь должна прийти в упадок, цивилизация должна вновь погрузиться в средневековье, в цивилизации вновь должны произойти, цивилизация должна снова погрузиться в темноту, какой-то ад. Все, давайте настроим церкви, отключим интернет, будем ходить в церкви. Зачем человеку вообще к чему-то стремиться? Можно молиться, жить, пахать, умирать, детей рожать, там бессмертное количество. Зачем все остальное? Все остальное зло. Зло, но я бы хотел посмотреть, как во время зла люди свободно справляются без электрического тока. Все умные, но ток надо всем. Знаете, цивилизация зло, но сам же заходит, становится под бойлер, после этого берет шампунь. А чё ж ты не моешься тогда травкой-мыльнянкой?
там содой не обтираешься, но это тоже цивилизация. Там известью какой-нибудь гашеной не обтирайся, и с холодной водой не поливаешь себя, там на кострах эту воду не готовишь на костре, не готовишь там в медной каком-то тазу, который там вручную выбивался, а там берешь выпрессованную за счет электричества там кастрюлю, после этого включаешь свет, после этого свои же передачи или программы смотришь по телевизору, а не слышишь их там где-то передающимися по барабану. Привет всем из Нью-Йорка, пишет Кристина Кукарец. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте всем, кто сейчас находится в нашем зале. Давайте быстро напишем, слышно меня, видно меня, и уже начнем. Долгожданный вебинар. Давно у нас не проводились вебинары, посвященные как-то и здоровью. Уже со следующей недели я вновь начну проводить семинары, посвященные эзотерике и здоровью, и буду делать это гораздо чаще. Хочу зачитать сегодня очень хороший отзыв, который написала Светлана Сергеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Письмо искренней моей благодарности вам. Я с детства верю в чудеса и всегда в поиске ответа на вопрос, как устроен мир. Есть нечто глубинное, масштабное и вселенское, что, несомненно, больше и шире того, чего всегда нас обучали, и того, что мы видим вокруг. Однажды пришло такое понимание. Все это найду в эзотерике. Но какая она настоящая эзотерика? Это поиск. Вопросов много, ответов, как оказалось, еще больше. Масса информации, просто масса. Но раз человек ищет и ищет дальше, значит, на свои вопросы в гуще информации ответа он все-таки и не нашел. В итоге я сделала вывод, что мне необходим гуру эзотерики. Это она обо мне. Предисловие мое вот к чему. Стрелочка привела меня к тому, что я искала столько лет, чему я предана, рада и счастлива. О вас и школе я узнала совсем недавно. Случайно, но сейчас понимаю, не случайно. Случайности не случайно. Смотря вебинары, проходя первую ступень, прочтя книгу «Первая ступень», я однозначно поняла, что вот оно, эврика. За короткий период времени я услышала и узнала и получила от вас столько ответов на свои вопросы. При этом я в доступной, простой, удовлетворительной форме их получила. Глубокое мое признание вам и несказанная благодарность за ваш труд, за ваш опыт, за все те знания, которые вы нам даете и делитесь с нами. Вы открыли для меня мир совершенно новой проекции, ну и так далее. Ну, спасибо большое, очень понравилось данный отзыв. Отзывов сегодня написали много, почему-то, видно, звезды правильно сошлись. О чем бы мне хотелось сегодня поговорить? Наверное, хотелось бы поговорить вот о чем. Каждый человек рождается, и у каждого человека есть определенный свой путь. Этот путь для человека важен, и этот путь для человека очень часто является, ну, его можно условно выразить как автомобиль. То есть человек родился... У меня, кстати, недавно родился ребенок, несколько дней назад. Человек родился, и этот человек, он получил условно в виде тела, можно условно тело свое обозвать автомобилем. Можно автомобиль по дороге едет, так и тело наше, оно живет и едет по дороге нашей жизни. Можно так условно сказать. Попадается в виде проезжающих мимо машин и так далее. А вот представляете, в машине этой вдруг ломается что-то. В этой машине ломается что-то, и это ломается по двум причинам. Первое, по неаккуратности водителя. То есть водитель говорит, так, я ничего в этом автомобиле не понимаю, но я хочу этот автомобиль поковырять. Открывает и начинается все силы, непонятно куда тыкать отверткой. Скажите, из-за этого автомобиль может сломаться? Может. Второе, из-за неправильной эксплуатации. То есть можно ехать ровно, а можно... ехать неровно и начинать метаться, то есть крутить руль во все стороны, влево, потом вправо, потом снова влево, и автомобиль может ехать непонятно в какую сторону, он может попасть в какую-нибудь аварию, может. А теперь, вот скажите, человек едет на автомобиле своем, едет прямо по дороге, и если он откроет окно, у него есть свой путь, и ему начнут кричать, ты неправильно едешь, едь только вот налево. И после этого он чуть-чуть проехал, ему с другого автомобиля кричат, баран, едь направо.
Он начинает ехать направо. Ему говорят, да вообще не туда, не едь, возвращайся. Сзади еще какой-то автомобиль пикает и говорит, едь назад. Как же я назад поеду, я же в вас врежусь. Все равно едь назад, это не имеет никакого значения. Но если автомобиль – это проекция нашего рождения, то тогда Бог создал этот автомобиль. Согласны с этим? Наверное, согласны, да? И тогда, если Бог создал автомобиль, то что же происходит в этом автомобиле? Помните, я говорил, капот открыл и со всей силы ударяет туда отвертка. Это что такое? Это человек начинает сам себя критиковать. Представляете, этот человек начинает сам себя критиковать. Он начинает говорить, я не права, я не прав, все неправы, все полная ерунда. Вы верите в Бога? Вот представьте, Он вам дал ваш путь, он для вас неизменен. Вы должны двигаться по нему. Но вы говорите, и тогда я была не права, и тогда, и причина в этом, и эти виноваты, и эти виноваты. Вы делаете все неправильно. Вы открыли капот и ударяете туда отвертками. Помните, в Библии написано, пути Господни неисповедимы. Вот пути Господни неисповедимы для человека, который рождается. Ведь если Бог для тебя создал историю, при которой ты родишься у благородных родителей, значит, это твоя история. Или Он создал для тебя твой путь, в котором ты родился у бедных родителей или пьяниц, это твой путь. Но в этом случае человек ни в коем случае не должен останавливать этот автомобиль и ломать его отверткой. Должен. Почему? И что такое ломать отверткой? Это значит самокритиковать. То есть человек говорит, мне уже не нравится этот двигатель. Я сейчас открою капот и подрихтую этот двигатель. Но у тебя же нет двигателя. Ты, получается, не можешь его где-то взять. У тебя свой персональный. И человек, не зная вот этих элементов божественной энергии, начинает лезть туда вымышленными ключами и пробует этими ключами что-то там ковырять. Я, естественно, всегда говорю, ограничивайте себя от самокопания. Не нужно заниматься самокопанием. Самокопание – это как прожить жизнью не ту, которую дал вам Бог. Представляете, Он дал вам жизнь для того, чтобы вы жили и радовались. А своим самокопанием и своим анализом, и бесконечным возвратом вы пытаетесь, как знаете, хорошие вывески такие есть в эзотерических направлениях. Там написано, мы вас возьмем, после этого вы будете очень сильно дышать, после этого мы проведем исследование вашего прошлого, после этого мы из этого прошлого при помощи инструмента что-то уберем, и вы начнете жить счастливо. Неправильно. Почему? У вас есть путь, который создан для вас Богом. Нашелся человек, который говорит, я хочу тебе помочь ехать по правильной дороге, но она не может быть правильной. Это ваш автомобиль, ваша дорога, ваш двигатель, и вам от этого никуда не уйти. Вам придется проехать на этой машине от самого начала пути до самого конца. И если вам кто-то говорит, давай я тебя научу, дам тебе ключи, ты можешь двигатель разобрать и потом заново собрать. Нет, нет. Двигатель его мог собрать только Бог. А люди из-за того, что не боги, собирать двигатель, особенно свой, не могут, понимаете? Что от того, что человек хорошо знает внутренности двигателя, это разве дает ему право на ходу его ремонтировать? Вот скажите, вы живете, машина едет, не лезьте в двигатель на ходу. Почему? Потому что это может привести к чему? Давайте я вам отвечу. К остановке движения автомобиля. Таким образом, я могу сказать на 100%, если человек бесконечно начинает заниматься самоанализом, а также без конца начинает себя в чем-то обвинять, прав, не прав, нужно было, не нужно, он останавливает свой автомобиль. Вы за счет этого умрете. Я говорю это вам, не запугивая, просто говорю, как устроен этот мир. Вы верите в Бога? Дайте возможность своему автомобилю ехать. Бога нет? Не в Бога верить, а в Бога верить. Богу или в Бога? Богу. Если в Богу верить, тогда посредника не нужно. А если Бога, тогда посредника. Сейчас мы не об этом. Итак, в этот момент, смотрите, нас посредник сделал или Бог, непонятно. То есть, кто нас там сделал, я вдаваться в подробности не буду. Я даже не буду говорить, о каком Боге я говорю. Понимаете, почему? Я живу с позиции Адвайты. Мне все равно, кто как называет то, во что я верю. У меня вера одна, я верю, что мне создали высшие силы. Как они называются и как выглядят, это мне не дано. Почему? Потому что мои мозги слишком мелкого человека и просто человека. И пути Господни неисповедимы, а человек не такой умный, чтобы понять то, что может думать Бог.
Поэтому для каждого свой путь, знаете, давайте мы его проживем, не называя вообще, как бы, не называя Бога божественными именами, а называя Бога безименем, как бы просто существом. Даже не существо, а что? Неизвестно что. Знаете, даже если я назову высший разум, то кто-то скажет не выше. И после этого начнется полемика, она все равно бездоказательная, а любая полемика сталкивает людей между собой, и люди начинают за счет этого нервничать. А мне этого не хочется. Итак, вернемся к философской идее. Человек, который едет по дороге. Итак, мы рассмотрели вопрос: не ковыряйся во время движения отверткой в двигателе. Согласны с этим? Почему? Будете ковыряться отверткой в двигателе, скорее всего, машина заглохнет. Потом она заглохнет, что с ней делать неизвестно. Как глохнет машина во время вашего движения? Она глохнет в том случае, если у человека бесконечная остановка чего-нибудь в жизни. То есть, если вы сейчас живете, у вас дом, работа, работа, дом, дом, работа, если вовремя из дома и вовремя домой, то это говорит о том, что ваша машина тормозит. Она никуда не едет. Она никуда не едет. Почему? А вот теперь скажите мне, почему? Потому что вы слишком много себя критикуете. Представляете? А смотрите, вам надо рулить, но вы открываете окно, и вам гораздо важнее, кто рулит рядом. Посмотрите, у вас есть своя машина. Вы открыли окно и начинаете всем, кто с левой и с правой стороны, кричать: едь не туда, давай обгоняй, задолбал, тормози, не едь рядом, вы там идиоты и так далее. Вам это мешает рулить? Можете попасть в аварию. А это говорит о чем? Когда вы живете своей жизнью, не нужно критиковать тех, кто едет рядом с вами. Они родились рядом с вами, вот они и едут рядом с вами, вот и не критикуйте их. Потому что это как ехать в машине, открыть окна и не рулить своей машиной, а начинать кричать тем, кто находится у вас на трассе, по которой вы едете, по трассе вашей жизни, и является соучастниками вашего движения. И вы начинаете этим людям, первое, мешать правильно ехать, и второе, сами не видите, куда вы едете. Правильно? И это к чему может привести? Я вам скажу так, все заболевания, все проблемы человека и все, ну, возможно, не все, возможно, большинство заболеваний, большинство проблем, которые возникают у человека, они целиком связаны, что человек почему-то настраивается на бесконечные воспоминания, на бесконечную критику, не может ничего с собой сделать. И здесь начинается это так, критикует себя, после этого начинает критиковать тех, кто находится рядом. Критикуете себя, критикуете тех, кто находится рядом, автомобиль притормаживается. И после этого вы мне говорите, допустим, женщина говорит: у меня ничего не получается в жизни, ничего не происходит. Смотрите программы, смотрите, комментарии читаете, да, это критика, да. Критику даже чужую, то это тоже соучастие в дорожном движении. Таким образом, любая критика, правильная или неправильная, будет связана с вами, и вы притормозите свою жизнь. В ней ничего не будет происходить. Вы представляете, если вы научитесь не критиковать, а чем же это можно все заменить? Если вы научитесь не критиковать, то вы должны заменить слово критика на слово уважение. Относитесь уважительно к чему бы, к тому, что с вами будет происходить. Почему? Есть такой закон, называется закон человека, который угнетает, и закон человека, которого подавляют, или того, кто угнетает. То есть это пинчурс пикалитас, да, это закон вашего собственного тирана, тиранос пинчурус, да, персонального тирана. Таким образом, если у вас есть персональный тиран, и этот тиран хочет вас все время унижать, вы его не сможете переделать, если вы его будете критиковать. Вы его критикуете, он в свою очередь оправдывается, унижает вас. Вы его критикуете, он в свою очередь оправдывается, унижает вас. А что вы должны сделать? Вы хотите, чтобы критика исчезла в вашу сторону и хотите сами не критиковать, хотите научиться этому, начните уважать все деяния, которые есть у этого человека. Все, что он делает, начните это уважать. Плямкает, уважайте за то, что он плямкает. Там ведет себя плохо, уважайте за то, что себя плохо ведет. Почему? Все может заслуживать уважения. Как только вы начинаете критиковать, вы мешаете этому человеку ехать. Представляете, вы открываете свое окно и кричите человеку: не едь туда, не едь туда. Но у него же свой персональный путь, который дан ему Богом. Смотрите,
Когда вы едете за рулем, и у вас открыто окно, вам кто-то высунулся в соседней машине и начинает прыгать на ваше лобовое стекло и кричать: давай, я сказал, едь, куда я тебе буду махать. Скажите, это лучше, чем ехать так, чтобы никто на лобовом стекле не сидел? Да? А если кто-то сидит на лобовом стекле, это может привести к тому, что человек попадет в аварию. Да, естественно, поэтому будь вы мамы или будь вы какие-либо родственники, не давайте никому советы. Почему? Потому что когда человек дает большое количество советов, то тот человек, который верит в советы, начинает жить не той жизнью, которую дал ему Бог, и начинает съезжать с того пути, который ему предначертан. И это может привести его к аварии, друзья мои. Какой аварии? Конкретной. Живите не так, как хотят от вас, чтобы вы жили, а живите своей персональной жизнью, которая вам необходима. А ваша персональная жизнь, она связана с тем, что вы можете быть честными, но это очень сложно сделать, это пилотаж. А, наверное, просто хотя бы начать без никого не расщеплять, никого не обсуждать, убирать у себя вот эту проблему, которая называется бесконечный комментатор и бесконечный выявитель первопричин. Я не знаю, как еще можно это назвать, чтобы нам, господам, было это понятно. Естественно, если кто-то критикует постоянно, то есть это тот, кто занял всю позицию дороги. Смотрите, человек должен сам принимать решение, куда едет его машина. Он должен принимать сам решение, куда крутить рулю. Должен все принимать. Но он этого не делает. Почему? Потому что вместо его лобового стекла находится его мама. И мама все время говорит: послушай, ты крути вот сюда, я сказала. Но она же спиной сидит. Она же на лобовом стекле сидит спиной. Она едет в своей машине лицом вперед. Но если она советует кому-то, то она спиной. А почему спиной? Потому что она не может прожить такую же жизнь, которая есть у ее сына или у ее дочери. Правильно, да? Я вам могу дать совет такой. Мой совет заключается в том, чтобы вы не советовали вашим близким ничего. Я говорю вам это серьезно. Дайте им возможность проехать по обетованному, Богом созданному пути, персональному, чтобы у человека этот путь состоялся. А? Просят, давайте за деньги. Я часто это делаю. Вот смотрите, я сейчас даю совет или я все-таки обучаю? Я обучаю, но у меня есть правило жизненное, я всегда о нем говорю. Я никогда не обучаю бесплатно. И тут же я сам себе противоречу. Ага, как же ты не обучаешь бесплатно, если ты сейчас обучаешь бесплатно? Нет, вы ошибаетесь. Вы прошли первую ступень школы, вы являетесь учениками школы, поэтому советы получаете бесплатно. Вот так. Уже оплатили. Все оплатили, вам просто кажется, что не оплатили. Таким образом, я себе и разрешаю давать советы. А кто не прошел, я уверен, что пока она в бесплатном доступе, сможет пройти. Кстати, Александр, сбросьте сейчас бесплатно первую ступень в чат, чтобы люди могли ссылочку получить. Хорошо, Саша? Саша. Не слышит. А если сын бьет свою мать, каким образом его уважать? Я могу рассказать, каким образом его уважать. В тот момент, когда человек начинает говорить, каким образом уважать, то я, скорее всего, думаю, что данная проблема заключалась в том, что она длительное время пыталась этого сына воспитать и раскритиковать. То есть жизнь, она же не только связана с тем эксцессом, который произошел в тот момент, когда произошел этот конфликт. Жизнь, она ведь не 5-минутный эксцесс, это, скорее всего, долгоиграющий процесс, правильно? Так вот, такими дети и становятся, когда родители вновь и вновь пытаются им навязать, кем должен быть человек, вместо того, чтобы дать возможность быть тем или таким путем прожить, который создал Бог. Я вам могу сказать, вы мне можете 100% не поверить, но в случае, если бы вы не критиковали себя, не лезли бы в жизнь тех людей, которые рядом находятся, и не критиковали бы те люди, которые сейчас живут в нашем мире, не критиковали бы в Ютубе, не критиковали бы друг друга, не критиковали бы соседей,
и этого бы ничего не было. Одни вероисповедающиеся не критиковали бы других, никто бы никого не критиковал, то этот мир мгновенно стал бы раем на земле. В это невозможно поверить. А что вместо критики? А вместо критики возникло бы уважение. Я не могу понять, почему люди, зная, что существует благородная кровь, почему-то начали отдавать предпочтение критике. Вот меня немножко поражает, я захожу в YouTube, я недавно это заметил, никогда не обращал внимания. И после этого я захожу и все время вижу, а там критика, критика. А что бы хорошее ни сделал человек, обязательно найдется тот, кто его будет критиковать. Понимаете, все время кто-то хочет раскритиковать. Ну, я не говорю о себе, я человек маленький, но есть люди, которые действительно делают добро. Знаете, даже Святослав Рихтер, который исключительно великий пианист, кстати, он из Яготина, вы в курсе, Киевской области. Он родился в Яготине. Именно в Яготине его отца осудили и после этого вывезли на Западную Украину и расстреляли. За то, что они по национальности были немцы, в курсе, да? Тем не менее, мама уехала в Германию. После этого там, по-моему, очень долгое время жила, и когда было Рихтеру там 55 или 60 лет, по-моему, только тогда он узнал, что его мать живет в Германии, и она до сих пор жива. Вы знаете, да, эту историю? Вы знаете, о ком я говорю? Это очень знаменитый пианист, Рихтер. Когда слушаешь то, как этот человек играет, становится понятным, что через его, наверное, исполнение ты напрямую общаешься с самим Богом. Когда-нибудь послушайте Рихтера, и когда-нибудь посмотрите в Ютубе, сейчас это доступно, его концерт, вы будете потрясены. Ну, если вам нравится, наверное, классическая музыка, Святослав Рихтер, или там Перльман, да, Исаак, там кого-нибудь. То есть вот таких, наверное, каких-то уникальных людей, через которых Бог разговаривает. И я вспомнил немножко свою судьбу. Когда я был маленький, то мне очень нравилось играть на музыкальных инструментах. Мне настолько сильно нравилось играть на музыкальных инструментах, что я все свободное время старался вникать в это. То есть мне нравилось играть на трубе, нравилось играть на баяне. И, скорее всего, в своей жизни я бы стал знаменитым баянистом или, возможно, трубачом, потому что мне это очень нравилось. Но количество людей, которые появлялись вокруг меня, они постоянно что-то критиковали. То есть меня мама поддерживала. Меня поддерживал мой отец, он говорил: молодец, ты играешь на трубе, это хорошо, все в порядке, хоть руками не будешь, как я, работать, или там на тракторе кататься. Но зачем я о Рихтере сказал? Как прекрасная музыка, все хорошо. И внизу, да этот мужик, у него морда боцмана и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, ну что ты туда лезешь уже? Это, понимаете, родные создают условия, или вот эта критика, она помешала мне, возможно, прожить жизнь более легкую. Вы представляете? Возможно, если бы я играл на баяне там, то это было бы проще. Возможно, раньше бы женился, может быть, быстрее бы там состоялся и так далее. И не было бы вот этой харизмы. Почему я не бросал? Внутренняя харизма спасала. Почему люди чего-то достигают? Потому что они упертые. Вы знаете, в детстве детей бьют родители, говорят: что такое упертый, и начинают их там бить. А очень напрасно. Вот эта упорность или вот эта упертость, это же упорство. Это упорство над достижением поставленной цели. Что в этом плохого? Это упорство привело бы человека к тому, что он бы состоялся там на бизнес-поприще, достиг бы там какого-нибудь, там, обрел бы какой-нибудь талант. А ведь вот это упорство, оно равняется во взрослом человеке, очень часто ценят харизму. Говорят: надо же, такой хороший, яркий, такая яркая личность, харизматичный человек. Вот такое упорство. Вы знаете, очень интересно, если проводить исследования такие более эстетичные, может быть, искусствоведческие, наверное, искусствоведческие, то можно сказать многое. Вы знаете, те художники, которых не воспитывали родители, они достигли большего, чем те художники и музыканты, которых родители воспитывали. Леонардо да Винчи не воспитывали родители. Дальше Леонардо да Винчи хороший художник был, наверное, один из лучших, да, которые существовали в мире. А вы знаете, что у Леонардо да Винчи небольшое количество картин было?
А скажите, почему у него было небольшое количество картин? Потому что он не торопился. Почему он не торопился? Потому что все хорошее делается долго. Конечно же, сейчас за это можно заплатить. Конечно, если человек на протяжении жизни нарисовал там 10-20 очень интересных полотен, которые имеют смысловую какую-то внутреннюю подоплеку или какое-то смысловое решение, знаете, передачу какую-то условно. Это картины, над которыми можно думать, над которые можно по-разному видеть в разный период времени. Точно так же и музыка. А помните, кого-нибудь вспомнить сейчас, дай бог памяти, Жан-Батист Перголеси, да? Перголеси, кстати, Перголеси, вы в курсе, что он умер в 26 лет? Слышали Стабат Матов, да? А вы знаете, что Перголеси в 26 лет умер, и его не воспитывали родители? Вы представляете, Генделя не воспитывали родители. Такое большое количество вот таких вот людей, которые, скорее всего, были такими упертыми, что они чего-то добивались. Тогда можно ли сказать, что наши дети упертые – это забитые будущие, забитые и живущие не своим путем будущие гении, не ставшие гениями? Тогда их упорство превратилось в алкоголизм, можно сказать. Почему? Потому что это упорство, оно бы могло к чему-то привести, но из-за того, что была бесконечная критика, это ни к чему и не привело. Вы представляете, да? А если было бы наоборот вдохновение, этим человеком бы восхищались, то, скорее всего, вы знаете, как много детей, у которых есть таланты, они невероятные. Я учился в школе и, вспоминая своих школьных друзей, могу сказать, что каждый был каким-то удивительным, индивидуальным человеком. Один великолепно в шахматы играл, у меня хорошо получалось стихи сочинять, там, играть на музыкальных инструментах. Были ребята, которые себя хорошо показывали там, в спорте и так далее. Почему никого в этом направлении, ни у кого ничего не получилось? Почему это творчество исчезло? Это творчество исчезло, потому что, первое, вместо того, чтобы уважать то, чем занимается ребенок, близкие начинали критиковать. Еще и не только близкие, а скорее всего еще и внешний мир в виде родителей, в виде, скорее всего, социума, в котором проживали эти люди. Возможно, целая культура была так настроена, скорее всего, чтобы сказать, что это все не нужно, это все ерунда, придавали критике и после этого так делали. Я могу сказать, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь была неповторимая, красочная, удивительная, хорошая, и это бы началось уже прямо сейчас, возьмите как залог великолепной и хорошей своей жизни два элемента, один из которых необходимо соблюдать, и второй из которых это тот, к которому стоит стремиться. Первый элемент, который я рекомендую соблюдать, это вырубывайте и уничтожайте в себе желание не комментировать, а критиковать. Я говорю это серьезно. Убирайте в себе желание критиковать и вспоминать. Особенно критиковать себя, особенно критиковать тот мир, в котором вы живете, особенно критиковать своих детей. Сначала критикуйте соседей, вы же с детьми маленькими связаны, ваши дети начнут болеть. Знаете, как много раз я проводил эту аналогию и говорил, что в тот момент, когда мама начинает критиковать соседей, постоянно ищет причины, кто виноват, там, кто прав, в этот момент начинают болеть дети. В тот момент, когда мама без конца начинает критиковать отца, с которым живут, начинают болеть дети, страдать дети и так далее. Что ж так сложно было написать в этих ранних религиозных произведениях еще и это? Зачем нужно было «не убей» там и так далее? Нужно было написать «не надо критиковать, живи своей жизнью». Раз Бог тебя создал, вот и живи. Что ты к другим лезешь вообще? Но если тебя Бог создал, и это элемент веры, то тогда твой путь является твоим путем, и проживи так, чтобы не критиковать себя. Как маленькая девочка, которая начинает танцевать, и после этого говорит, ну, у меня ничего не получилось. А это и называется неверие в Бога. Почему? Веришь в Бога, значит, Он создал для тебя путь, тебе нравится танцевать, танцуй, пока не умрешь. Сколько мне надо танцевать в день? Могу сказать. Когда родился и тебе нравится танцевать, начинай в 4 года и оканчивай 84. Вот тогда ты состоишься. Как знаете, Елене Образцовой когда-то писали ее даже не современники, а те, кто с ней обучался, и говорили, что это была потрясающая женщина. Она все время пела.
Она стихи в школе пела, она математику в школе пела, Химена в школе пела, она своим детям пела, она пела на сцене и пела вне сцены, и близкие ее все время критиковали. Они говорили: мама, ты хоть когда-нибудь можешь замолчать? Почему? Потому что все остальные, когда она выходила на подиум, открывали широко рот и не могли поверить, что человек умеет так петь. А знаете, самое интересное, когда-то она давала интервью и сказала: я, к сожалению, должна признаться много-много лет спустя, что я, к сожалению, не так пою, как мне бы хотелось. Понятно? Видите? То есть человек, который, наверное, великолепно, гениально мог петь, этот человек все равно стремился к тому, чтобы делать еще лучше. Вы представляете? Ну что в этом плохого? Это же великолепно. А вот могла бы она стремиться к тому, чтобы делать еще лучше, если бы она без конца занималась самокритикой? Нет, конечно, этого бы никогда не произошло. Таким образом, не верьте, что вы должны прожить жизнь ту, которую хотят от вас видеть те люди, с которыми вы живете. Вы чем-то занимаетесь, верьте в то, что вы делаете все правильно. Серьезно. Вы знаете, многие люди не хотят это понять, не хотят это принять. Почему? Клака жизненных процессов заставляет человека быть вот таким желчным, жестоким, злым. А потом смотришь на человека, и человек говорит: для меня важнее сейчас раскритиковать в пух и прах. Кто это еще такой? Сейчас я скажу, он плохой, там, где это я живу? Я живу в плохом месте, здесь плохие там представители. Что это такое? Это соседи, это полы, это еще что такое? Еда плохая, на ней ГМО, ШМГО, там воздух, и воздух плохой. И после этого, и я плохая, почему? Я детям не дала, я была не права и так далее, и моя жизнь не удалась, все полная ерунда и так далее. Ну так, можно же это все остановить? Можно, но это же должен знать социум. Ведь это же очень маленький пункт из жизни человека, который очень легко убрать. Вы представляете, благородство – это элемент уважения. Уважать очень важно. Вместо критики – уважение. Смотрите, человек плямкает, вы его не уважаете и говорите: закрой рот, хватит плямкать, задолбал. А что нужно сказать ему? Послушай, за нашим столом, и провести какие-то воспитательные работы. Без критики. То есть меня обучали, что интеллигентные люди за столом едят с вилочкой и ложечкой, стараясь не плямкать. Я бы хотел, чтобы за моим столом все не плямкали. Договорились? Давайте мы сегодня друг другу поможем. А в этот момент как можно было бы? Еще раз плямкнешь, как возьму бутылкой, как дам по голове тебе, козел. И после этого говорить: только уроды плямкают. То есть что я сделал? Я раскритиковал этого ребенка или там того, кто рядом со мной сидит. Это очень хорошие слова были, а это все сказано было, просто сказано было иносказательно. А наши люди спустя 2000 лет доказали, что иносказательно это пусто, видите, иносказательно не помогает. Почему? Это не критика людей, это я себе тоже говорю. Иносказательно не помогает. Почему? Помните, говорил Иисус Христос, что не нужно говорить кому-то о соломинке, не видя бревно в своем веке. Вы понимаете? Но он забыл сказать, что это главной заповедью должно быть. Она должна касаться всего. Он забыл сказать, что это то, на что надо было предварительно сказать. Обратите внимание на это. Обратите особенно сильное внимание именно на это. Потому что это были мудрые слова, скорее всего, мудрого человека. Понимаете? Кстати, если смотреть на жизнь этого человека, то очень часто можно заметить, этому человеку не свойственна была критика. Вы представляете? Вот или еще раз, обратите, что этому человеку не свойственно было, не сильно критиковать, очень много было критикующих опусов. То есть это выступление в храме, где он говорил о том, что фарисеи и так далее. То есть какие-то выступления были, но это не целиком критика была, это бесконечные просто советы. То есть он давал советы, он рассказывал, и он никого не критиковал в этих советах. Почему? Вы представляете, особенность высокодуховного существа заключается в том, что он бы мог раскритиковать другого человека, но он никогда этого не делает. Почему? Потому что это закон высокодуховного человека, который звучит как раз так. Скажи как угодно человеку, чтобы он понял, но ни в коем случае не говори так, чтобы это его критиковало. Его судьбу. Почему?
Потому что менять судьбу – это значит мешать Богу реализовать жизнь этого человека. А у Бога на этого человека свои идеи, понимаете? Своя жизнь, свои колеса, свой автомобиль, своя дорога и так далее. Правильно? Поэтому у вас своя дорога, вы едете уже на своем автомобиле. Живите так, чтобы не критиковать себя, не критиковать, проходите, не критиковать тех людей, которые рядом, не критиковать и не слушать грязь, которая выливается. Почему? Слушайте целью. Почему сейчас люди начали чуть-чуть больше болеть, чем люди, которые болели до Ютуба? Доказательства. Давайте мы проведем доказательства. Сейчас посмотрим, в каком году YouTube вышел на территорию России. Сейчас у бога Гугла спросим. YouTube появился в России. О, сейчас мы почитаем. YouTube, кстати, переводится как труба, да? Компания была создана в 2005 году. Самое первое видео, 18-секундный ролик любительской съемки Джаведа Карима. И сейчас они здесь дальше пишут, когда вышел YouTube на территории России. Значит, в России YouTube появился аж после того, вы представляете, как он появился в Украине. Значит, в Украине он появился в 2012 году, ну, его разрешили или внесли его в систему, ну, что Украина имеет право пользоваться. А вы представляете, локализация, то есть локализации России почему-то нет. Есть, я вас обманул. Значит, Россия начала пользоваться Ютубом в 2007 году, а Украина в 2012. Зачем я это все говорю? Ну вот с 2007 года, скорее всего, увеличилось количество аптек. Аптек. Больше грязи появилось, конечно. Больше грязи появилось, люди начали больше комментировать, скорее всего, больше критиковать, скорее всего, появилось желание раскритиковать. Люди начали терять уважение. Вы представляете, жизнь так устроена, что те страны, которые очень плавно и очень мягко двигались к эстетизму, развивали культуру, развивали живопись, развивали где-то, наверное, уважение к культуре и даже к людям. Эти страны, они в свое время очень многого добивались. Или сказать, что в странах, в которых пресекается культура, где естественным теперь бескультурье. А почему бескультурье? Ну вот подумайте сами, критика и уважение. Вот почему человек не критикует? Потому что он уважает. Почему? Как сделать так, чтобы человек начал уважать? Ну, я, конечно, извиняюсь за эти слова. Я скажу словами Сидорова, такого патриарха, да, Российской Федерации, или Сидоренко, какая-то фамилия. Он сказал словами, если тебя не уважают, то этому человеку нужно ударить отверткой в глаз. Ну, я его поздравляю. После этого он будет тебя уважать. Я могу найти это видео, если кто-то хочет его выложить на своей странице. После этого он сказал, и второй раз, если он не уважает, надо несколько раз его сильно ударить. После этого он хочет тебе и деньги вернуть, и уважать тебя и так далее. Ну, я с ним согласен, знаете. Но он рассуждает как человек немножечко другого уровня. А можно просто уважать, наверное, идеи этих людей, которые, наверное, которых, наверное, что-то не получается делать. И есть другой путь, когда ты не будешь ударять и не будешь применять физическую силу, понимаете? Этот путь – это путь уважения. Если бы люди начали уважать друг друга, то появились бы, наверное, высококультурные люди. Вместо того, чтобы открыть рот и начать кричать, вы знаете, это же мир животных. Мир животных, он так устроен. Кто кого покусал, тот и прав. Кто кого убил, тот и прав. Понимаете, это же мир животных. Но уже процесс мировой эволюции, он настолько давно уже продвинулся вперед, что люди уже не должны соединяться в одну эволюционную цепочку, которая может быть связана только бесконечной критикой. Я могу даже обвинить и сказать, что критикуете, очень далеко вы отходите от культуры.
Поэтому критикуете даже просто так. Вот критика. Я сегодня смотрел Сергея Викторовича Ковалева. Он сказал такие слова в своем видео. Это не критика, это просто повторение его слов. Он сказал: я с больными людьми работал и занимался этим, как психокоррекцией занимался. И спас много людей от онкологических заболеваний. Но это было сделать очень сложно. И иногда приходилось так вдалбливать человеку, что приходилось, и дальше слова, бить его мордой об стол. Человек, который позиционирует себя как психиатр или психотерапевт. Скажите, это пациент. Да, это пациент, который пришел к врачу. Чем врач располагает? Он располагает своей культурой, и он не хочет критиковать этого человека. Вы неправильно жили, правильно. Ради этого пришел пациент или ради помощи? Наверное, ради помощи. И после этого он просто говорит: врач, давайте я вас полечу. Почему он это делает? Он уважает все, что делал этот человек. То есть он говорит: да, вы неправильно, ну хорошо, там неправильно, ну и это пойдет, тоже плохо себя вели, ну хорошо. И после этого говорит: я вас уважаю, давайте я вас полечу. Я вас не буду критиковать. Почему? Вы знаете, к врачу же приходят безумные люди, которые всовывают там в рот лампочку, да, или там, я не знаю, что еще в себя всовывают. Но после этого врач же не смеется и не критикует. Он просто помогает этому человеку и после этого забывает о том, что это происходит. Знаете, как много лет говорится о том, что нужно предохраняться, о том, что есть венерические заболевания, о том, что существуют заболевания, которые неизлечимы. И каждый год, из года в год попадаются люди, которые болеют венерическими заболеваниями, которые не предохраняются, которые не умудряются это лечить вовремя, и после этого происходит тяжелейшие разрушения организма и так далее. Но это же не из-за критики. Они приходят к врачу, врач же их не критикует, не говорит: вот ты бессовестная, что ж ты там, вот ты бессовестный, что ты не знаешь и так далее. Он говорит: ну, моя цель быть тем человеком, который поможет. Разве мне важно человека обучать? Мне важно помочь, сделали уколы, а дальше живи как хочешь. Почему? Но если твой путь так изменен твоими родными, которые тебе, скорее всего, говорили: ты уродливая там какашка, ты никому не нужна, ни один мужчина за тебя ничего там не заплатит, ты никому не нужная, там, посмотри на себя, кто тебя замуж возьмет. Женщина теряла, наверное, или там мужчина терял, наверное, самомнение, он без конца начинал самокритикой заниматься. И к чему это привело? Привело его вот к такому безумству, буйству какому-то, непониманию того, куда вообще двигается его автомобиль. И он, скорее всего, вступил вот в такое вот какое-то, в такое неправильное событие. Понимаете, почему? Ну, потому что даже уважение информации позволяет этому ребенку, воспринять эту информацию. Вы представляете, когда в школу приходят преподаватели, из-за того, что ученики не обучены человека, а обучены критиковать этого человека, они не воспринимают эту информацию. Даже в Китае есть такое слово, там учителей называют шифу или мастер. Почему? У них это немножечко духовный путь, потому что считается, что Будда был шифу или мастер, и Будда обучал людей уважению себя. И когда китайцы или малазийцы, или тайцы, или люди, которые из Азии начинают обучаться, то они обычно называют этого человека как существо, которое занимает высшую иерархию в каком-то духовном мире. И они однозначно, кем бы ни был человек, очень уважают этого человека. А теперь давайте проведем аналогию. Если рассмотреть количество людей, которые есть в мире, и посмотреть, где самый высокий уровень развития психической деятельности у человека, то есть где самое быстро читающие, быстро запоминающие, где самое большое развитие техногенное и так далее, то окажется, что это, скорее всего, находится в Азии. Поэтому сейчас самые великие математики, одни из самых великих в Азии, одни из самых быстро запоминающих, читающих в Азии. Там самые яркие открытия в последнее время в Азии, посмотрите. Все в Азии. Почему? Культ уважения.